Так я же всегда это знал. Ты просто берешь этот апельсин именно в тот момент. Как? Как ты это смог сделать? Челюсть отвисает, он... Но вы знаете, что там что-то есть. Мне страшно, там черти меня заберут. 2 и бым. Добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать на канал. Я вас рад видеть. Ну что, давайте знакомиться с нашей новой картой. Это Высшая Жрица. Как верно прочитать эту карту? Ведь на ней изображена девушка в классике, такая загадочная, овеянная тайной, покрыта какой-то мантией. Карта наполнена всевозможными символами. А как мы знаем, с вами ситуации и вопросы бывают совершенно разные. Какие перспективы мне принесет новая работа? Стоит мне ожидать повышения зарплаты или нет? Как пройдет мой предстоящий отпуск в августе? Это легко, скажешь ты. Хорошо. А что если карта выпадет на вопрос, почему меня уволили? Как тогда ее прочитать? Как тогда ее трактовать? А ведь мы все с вами знаем, что карты не выбирают ситуации. Порой выпавшая такая карта может поставить вас в ступор. Идея заключается в том, чтобы раскрыть карту так и с таких сторон, чтобы у вас априори не возникало никакого ступора, когда она выпадает на какой-то вопрос. Чтобы не заучивать множество каких-то значений, не держать их в голове и не пытаться достать в какой-то нужный момент то самое слово. А что, если его не окажется в вашем списке? Как тогда быть? Как тогда трактовать эту карту? Мое предложение состоит в том, о чем я говорю почти на каждой лекции, чтобы познакомиться глубже с каждым арканом, чтобы создать о нем некий образ. Что значит создать? Здесь есть конкретный персонаж. Чем больше мы узнаем о нем информации, чем больше мы как бы познакомимся с ним, мы как будто бы с нашими героями пройдемся по страницам книги, благодаря тому, что мы смогли создать некую такую пространственную структуру, если хотите, психологический портрет данного персонажа, мы понимаем, а на что он способен в этой ситуации, или как он поведет себя в таком случае. Каковы же преимущества такого метода? Вам не надо в голове держать десятки значений. Это априори невозможно. На самом деле 10 значений это не так уж и много. Держать сотни значений практически невозможно. Зная этого человека, зная высшую жрицу, если так можно выразиться, вы понимаете, а как она поступит в той или иной ситуации, даже нетипичной, не описанной в этой книге. Вы не подумайте, что я отбираю у вас ваш привычный метод обучения. Нет. Я предлагаю вам иной. То, что легче, как по мне. А вы можете им воспользоваться или нет. Ведь намного проще не заучивать, не конспектировать, а просто прогуляться по сегодняшней лекции, как просмотр фильма, попытаться впитать в себя эту информацию, естественно, включать свое серое вещество, подвергать все это какому-то анализу, задавать себе внутренние вопросы. Чем больше вопросов, тем больше вы будете искать ответов и получать их, и таким образом формировать тот самый большой широкий образ относительно данной карты. Давайте мы посмотрим на гравюру. Одна из тех гравюр, когда практически все, что изображено на карте, попало и на саму гравюру. Изображена совершенно потрясающая девушка с большим фонарем на голове, который освещает все вокруг, озаряет светом. Здесь также видно и виноградные листья в виде такой некой арки, не только листья, виноградные гроздья, которые нависают у нее над головой. И хотя на этой карте мы сейчас не видим больше никого, а нам, в общем-то, и не надо, но контекст и главы, которые будем сейчас читать, они нам полнее помогут раскрыть эту карту, познакомиться с нашей высшей жрицей больше. Кстати, название «Лантерна» я оставил в оригинале на французском языке, потому что слово «фонарь», честно говоря, как-то
уж как-то очень скромно мне показалось. Высшая жрица и фонарь, а так лантерна. Забавный у нас персонаж, мы сейчас будем с ним знакомиться поближе. На самом ли деле это высшая жрица, изображена на карте, или у нее есть иное предназначение? Авторы поступили, составители колоды имею в виду, несколько в этом плане интересно, ведь можно было в буквальном смысле изобразить высшую жрицу, но нет. Здесь изображена проводница к этой самой высшей жрице. А вот правильно они сделали, выбрав на роль высшей жрицы именно проводника, а не буквально саму высшую жрицу. Давайте тоже сегодня разбираться, давайте полнее погружаться в это все. Я хочу перед тем, как мы будем читать, показать вам несколько гравюр, которые я отобрал. Вот как выглядит эта высшая жрица в окружении наших друзей. На дальнем плане мы видим Пантагриэля, который вот почти заполняет весь свой фон. Мы видим множество винограда, который нависает над нашими друзьями. Вокруг темнота, и только этот фонарь освещает путь нашим друзьям. Вот такое еще действие. Здесь мы видим множество сосудов, мы видим убитых животных, возможно, как некая такая закуска к трапезе, и также наши друзья. Здесь мы как бы со спины смотрим на них, они спускаются в подземелье, мы будем сейчас об этом читать. Вокруг кромешная темнота, и только свет фонаря освещает им дорогу. Вот такая вот картина с аркой. Очень много символики винограда, очень много, что говорит нам о вине, о затуманенном рассудке, об алкогольном опьянении. Вот они также спускаются по ступеням в подземелье. Вы уже понимаете немножко, да? Спуск подземелья, проводница, вокруг темнота, фонарь на голове, который освещает путь. Я думаю, вы быстренько догадались, какое главное предназначение у нашей сегодняшней красавицы. Вот они также спускаются. В который раз мы видим, что только благодаря этому свету фонаря друзья видят, куда им идти. Давайте читать. Пару слов контекста. Напоминаю, что наши друзья, желая помочь Панургу понять, стоит ему жениться или нет, наставит ему жена рога или нет, они выдвигаются в далекую страну к оракулу Бутылки. Все истории, которые мы читали до этого, были связаны с тем, что они заплывали на один остров, потом на второй, потом на третий. Там были с ними какие-то приключения, которые так или иначе могли находить отображение в нашей карте. И сейчас они практически уже у цели. Это еще не оракул Бутылки. Это не будет именно тот момент, когда Панург будет спрашивать у нее истину, попытается узнать у нее всю правду. Они прибывают на фонарный остров. Для чего? Тем временем мы вошли в гавань Фонарии. От гавани и до самого дворца нас провожали 3 маячных огня, несших в гавани караульную службу. Все 3 в высоких албанских шапках, и мы им поведали конечную цель нашего путешествия и наше намерение – выпросить у фонарной королевы фонарь, дабы он сопровождал нас и освещал нам путь к оракулу Бутылки. Друзья почти сразу рассказывают истинную цель, но она, в общем-то, и так была нам очевидна. Им нужен фонарь для того, чтобы им попасть к оракулу Бутылки. У друзей есть понимание, как им дойти до самой сути, как им попасть к оракулу Бутылки. С этим будут определенные трудности, потому что стоит спускаться в подземелье, и им нужен проводник, им нужен кто-то, кто покажет путь к тому, кто дает ответы на все вопросы. Как скоро мы прибыли во дворец, 2 почетных фонаря, а именно фонарь Аристофана и фонарь Клеанфа, представили нас королеве, и Панург на фонарном языке вкратце изъяснил ей цель нашего путешествия. Королева оказала нам радушный прием и пригласила нас отужинать с нею
А за ужином нам легче будет выбрать себе вожатого. После ужина мы удалились на покой. На утро мы, с позволения королевы, выбрали себе в вожатые один из наиболее достойных фонарей и затем отбыли. Доблестный наш фонарь освещал нам путь и привесело вел нас, и вот, наконец, мы прибыли на вожделенный остров, где находится оракул бутылки. Фонарь посоветовал нам не терять надежды и ни в коем случае не пугаться, чтобы нашим глазам не явилось. По дороге к храму божественной бутылки нам надлежало пройти обширный виноградник, засаженный всевозможными лозами. Совершенно не делается никакого акцента на личности и на внешности этого фонаря. Сейчас они будут проходить под виноградниками. Виноградник этот был некогда насажен добрым Бахусом. Бахус — это бог вина, веселья. И такая почила на нем благодать, что он круглый год был украшен листьями, цветами и плодами точно апельсиновые деревья в Сан-Ремо. Светозарный наш фонарь велел каждому из нас съесть по 3 виноградинки, наложить листвы в башмаки и взять в левую руку по зеленой ветке. Сейчас же за аркой открывалась взору прелестная и обширная беседка, сплетенная из виноградных лоз, на которых пестрели виноградины 500 различных цветов и 500 различных форм, созданных не природой, но искусством земледельческим. Конец беседки был прикрыт 3 разновидностями античного ярко-зеленого плюща, который сплошь был усыпан ягодами. Здесь сиятельнейший фонарь велел нам наделать себе из этого плюща албанских шапок и прикрыть ими головы, что и было исполнено без дальнейших размышлений. Они проходили сквозь виноградные лозы уже, и в целом вся символика и этой карты вокруг, и весь путь наших ребят будет усеян намеками на вино. А что такое вино у нас? Вино — это то, что нам может помутить рассудок. Есть ощущение трезвости, что ты здраво все рассуждаешь, логично понимаешь и видишь, а есть вино, которое расслабляет, которое как бы погружает тебя в иное состояние. И с одной стороны, казалось бы, что этого только ребятам-то и надо, но коль мы говорим с вами о подсознании, мы говорим о чем-то таком, что мы не воспринимаем логически, интуитивное, что-то наше внутреннее такое, неопознанное, неосознаваемое, но речь идет о том, что они вначале съедают 3 виноградинки, они в башмаки свои напихивают листья, а потом, когда они проходят под очередным виноградником, они еще из листьев плюща делают себе албанские какие-то шапки. Для чего это? Что это? Плющ, как вечно зеленое растение, во-первых, оно говорит символически о бессмертии. Сам по себе плющ такой очень цепкий. Это как способность человека цепляться за жизнь, карабкаться, вылазить из самых трудных ситуациях. И самое главное, плющ издревле считался растением, которое способно уберечь человека от опьянения. И не зря Бахус, тот самый бог виноделия, который заправлял всем этим балом, на голове своей имел венок из плюща. Колесница его была увита плющом. Вся его свита, его помощники и придворные, они также, так или иначе, соприкасались с плющом. О чем это говорит? Мы вас угощаем, но сами мы, сами мы сохраняем бодрость нашего духа и трезвость нашего ума. Когда они проходили под арками, виноград был над ними, что символически говорило о том, что этот виноград как будто бы имеет власть над человеком. Когда они натолкали листьев винограда в ноги, они стали над виноградом. Теперь они над ним, теперь они управляют этим вином, теперь они управляют тем, что способно помутить рассудок. Состояние алкогольного опьянения всем нам знакомо. Так вот, ребята наши как бы управляют этим состоянием. Они
автор здесь проводит параллель с богом Бахусом, который также был над всей этой ситуацией, когда он давал людям возможность вкушать, веселиться, праздновать, но сам он этим всем руководил. И ребята наши становятся на его позиции. Они хотят получить то, что им надо, символически, да, от винограда, от помутненного рассудка, но при этом все это запомнить, чтобы их сознание было чистым. 3 виноградинки, которые они съедают, дает такую как бы некую небольшую дань уважения этому самому вину и винограду, но никоим образом не вызывает у них опьянения. В служебнике моем я нашел, что в Апокалипсисе описывается одно уму непостижимое видение. Апокалипсис — это книга Откровения, последняя книга Библии. Женщина, а под ногами у нее луна. Женщина, а под ногами у нее луна. Биго мне это так объяснил, что помянутая женщина особой породы и создана не как все прочие женщины. У них ведь наоборот луна над головой, вследствие чего мозг у них лунатический, и по всему обстоятельству ваши слова, любезнейший мой господин Фонарь, не вызывают у меня никаких сомнений. Он говорил, Фонарь наша проводница, говорила о том, что проходя под виноградными вот этими вот аркой, лозами, символически у человека может помутиться рассудок. И брат Жан, большое ему спасибо, он чудеснейшим образом сейчас связал у нас этих 2 карты. В одном случае символика Луны, которая изображена здесь, и я, кстати, только в этой книге узнаю, почему Луна у нее в ногах, хотя есть головной убор, который также нам намекает на 3 фазы Луны, но Луна, изображенная вот такая вот большая в ногах, говорит о том, что эта женщина необычная, она находится над Луной. У всех Луна над головой, вследствие чего ум лунатический, а она не отказывается от Луны, она не уходит от нее. Луна как была, так и есть, но она может ею управлять. Не прямо ею, самой Луной, силами, которые Луна это дает. Здесь с вином та же самая ситуация. Для чего все вот эти вот были приготовления? Для того, чтобы они не отказываются от этого необычайного свойства вина, но они начинают его контролировать и управлять это самое свойство. Давайте путешествовать дальше с нашими друзьями. Когда они спускаются вниз по ступенькам, они спускались по такой некой винтовой лестнице, которая уходила глубоко под землю. Во время спуска по этим числовым ступеням под землю нам очень пригодились, во-первых, ноги, ибо без них нам пришлось бы уподобиться бочкам, скатывающимся в погребок, а во-вторых, наш пресветлый фонарь, ибо никаким другим источником света мы не располагали, как будто бы дело происходило в пещере Святого Патрика. Тело является инструментом, который помогает нам спускаться. А второе – это проводник. Это что-то отделенное, если хотите, от тела физического в виде фонаря, который освещает путь в темноте. Одно и второе друг без друга отдельно существовать не могут и цели свои не достигнут. Когда они уже спустились очень глубоко, примерно на 78 маршей, на секундочку, Панурк, обратясь к лучезарному фонарю, воскликнул. А Панурк — это именно тот, ради которого они спускаются, тот, который хочет понять, что там у него будет с женой. «Чудодейственный наш предводитель, скрипя сердце, прошу вас, вернемтесь назад. Клянусь бычьей смертью, я умираю от дикого страха. Лучше уж я никогда не женюсь. У вас и так было из-за меня немало хлопот и неприятностей. Господь воздаст вам за это в судный день. Да и я не останусь в долгу, как скоро выйду из троглодитовой этой пещеры. Вернемтесь, пожалуйста». И далее он начинает ныть о том, что он боится, он уже чувствует запах ада, он слышит Люцифера, он слышит чертей. Испугался, страшно очень было. Спуск в неизведанное. Давайте мы Панурга не будем отделять от всех наших ребят. В каком контексте? Все они
являются 4 типами темперамента одного единого организма. Вот панур в данном случае это наше чувство страха, такое что-то первобытное, что-то животное, что-то необъяснимое, которое просто как адреналин. Да, вот есть норадреналин, гормон, который лидеров, победителей, и адреналин, гормон отчасти страха, который заставляет наши мускулы сокращаться, наше тело избегать опасности. Так вот, панург здесь как раз, он показывает, что когда даже мы находимся в верном пути и вот-вот придем к получению ответов на сакральные вопросы, у нас может возникнуть чувство, а не бросить ли все это к чертям собачьим и бегом на свет Божий вырваться, когда они уже спустились в самый-самый низ, перед ними предстали огромные, большие, красивые ворота. На одной плите этих ворот прописными буквами было красиво высечено следующее изречение. Все движется к своей цели. Все. Абсолютно все. И я, и ты, и она, и он. Все. И кошечка, и собачка, и деревья. Все. Что делает? Движется. Куда? К цели. К чьей? К своей. Все в нашей жизни не случайно. Ничего не происходит просто так. Нет каких-то лишних людей, кого можно было бы удалить, а кого-то оставить. Или каких-то событий, от которых стоило бы отказаться, а только этим отдать предпочтение. Все движется к своей цели. Что бы ни происходило, где бы ты ни оказался, ты оказался в нужное время и в нужном месте. Коль ты уже у этих ворот, так точно. Спуск, кстати, их по вот этим вот 78 маршами сопровождался также логическими, математическими, не то чтобы загадками, задачами, я бы так сказал. Мне это намекнуло на то, что туда, куда они спускались, в нечто неизведанное, если хотите, в такое что-то интуитивное, в лунное, в темное, где только свет фонаря освещает тебе путь. Ты сам толком не знаешь, куда ты идешь, как долго тебе еще идти и когда ты придешь. Но они пользовались логикой, потому что в какой-то момент, когда кто-то из наших друзей спрашивает, а сколько нам еще идти, фонарь спрашивает, а сколько мы уже прошли, они говорят, столько-то и столько-то маршей. Он говорит, теперь там добавьте такое-то число, там пифагорейское, потом приведите его в квадрат, потом в куб, столько, столько-то и столько-то, и они в итоге понимают, сколько им еще идти. Я все к чему это говорю, без заострения внимания конкретной задачи. Есть логика, есть, если хотите, такое что-то мужское начало, логичное, понятное, рациональное, рацио наше. И есть подсознание, интуиция, которую мы явно не можем потрогать, пощупать, но мы ощущаем затылком, что она есть. Жизнь наша говорит, что она есть. Тайна, какие-то вот такие вот непонятные вещи. Объяснить их рационально не получается, но пользоваться ими можно. Вокруг все говорило о Бахусе, о вине, веселье, распутных женщинах, сатирах, затуманенном сознании. А нашим героям надо было как бы пройти сквозь все это, сохранив трезвость и ясность ума и не поддавшись на соблазны. Возможно, у вас сейчас всплыли в голове какие-то картины из Средневековья, типа праздника Сатурналии, окончания сбора урожая всех плодов. Люди устраивали в Древнем Риме, в Древней Греции большие празднества. Естественно, они сопровождались большим количеством употребления вина. А оттуда и распутные женщины, и так называемые дети Бахуса, то есть повышение, такой всплеск демографический через 9 месяцев в плане рождаемости. Это были дети Бахуса. Дети, которые были зачаты именно вот в эти такие вот веселые, бурные деньки, так сказать. И они, проходя мимо всего этого, не в буквальном смысле, а символически, в виде фресок под ногами, в виде арок, в виде виноградных всевозможных лоз, все намекало на то, что ваш рассудок и сознание может быть помутнено. Но вы этого не избегаете, имеется в виду, не удаляетесь в те места, где этого нет,
А вы выбираете серединный путь, так, чтобы пройти и подержать во рту 3 виноградинки, но и не набухаться при этом, дабы сохранить, как жрецы Юпитера древние, свой дух светлым, незапятнанным и свой рассудок незатуманенным. Жрица наша, высшая жрица вот здесь, она фонарь, проводник. Ее задача привести вас из поверхности Земли, из рационального, там, где светит солнце, спустить вас под землю, в самые-самые потаенные, глубокие уголки вашего подсознания. И только она светом своего фонаря может это сделать. От вас же требуется только ноги, чтобы вы брали и делали. Не как бочка скатились вниз, как мешок с известным содержимым, а по ступенечкам. То есть какая-то логика такая маленькая. Это даже не логика, это скорее как наше рациональное, оно является опорой некой такой для нас. Да? Вот мы можем стоять на ступеньках, мы понимаем, что это все-таки ступеньки, что мы не находимся на какой-то шатающейся лодке. Но вокруг все остальное иррациональное, темное, непонятное. И только свет фонаря, свет проводника нам дает путь и понимание того, куда нам нужно дойти. Еще на одной из арок, когда они спустились, была такая интересная надпись. «Покорного судьбы ведут, сопротивляющегося тащат». Ты, дружище, коль родился здесь, в этом земном воплощении, и находишься на этой планете, у тебя нет шансов увильнуть как-то от этого. Каждый, кто родился, каждый умрет. То есть есть какие-то вещи, которые непреложные, и кем бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, какую бы ты ни занимал ступенечку в иерархии общества, самую низшую или самую высокую, или где-то посередине, ты либо покоряешься судьбе, и тогда она тебя ведет, либо ты сопротивляешься, и тогда тебя тащат. Такой намек на Сатурн, на 12-й дом, правда? Который императивно может включиться, заставляя вас делать то, чему вы так долго противились. Но мы тебя приведем и притащим туда, где тебе должно быть. Это непреложный и неизбежный факт. Я очень рад, что вы здесь это слышите и смотрите. Давайте теперь посмотрим на соответствия, такие уже более классические по этой карте. Как она может проигрываться на глубинном уровне, когда выпадает, и вопрос касается разных сфер. Основное значение жрицы – мудрость, знание, понимание, способность учиться и учить, постигать таинства и посвящать в них. Мудрость, знание, получение знаний и отдача знаний, постигать таинство и посвящать кого-то другого в таинство. Заметьте, такой обоюдный процесс присутствует у нас в этой карте. Но все говорит о знаниях. Но знания необычные. Знания, которые не лежат на поверхности Земли. Знания, за которыми нужно спуститься глубоко. Это знания, которые ты ищешь внутри себя. И чтобы найти эти знания, нужно обойти свое сознание. Можно воспользоваться своим телом, своей логикой, своим сознанием как инструментом для того, чтобы добраться в подсознание. Но его нужно обойти, не руководствоваться им, а миновать его. Необходимо провести какое-то время в размышлении, более в поисках покоя, чем ответов и решений, и они придут сами в какой-то момент. И хотя наши друзья здесь спускаются по ступенькам, вроде выполняется какое-то действие, но по большому счету это очень символически изобразил автор Франсуа Рабле в своей книге «Спуск в глубины подсознания». Напоминаю, для чего они идут туда? Для получения ответов на жизненно важные вопросы.
да или нет, черное или белое, любит или не любит, наставит рога или не наставит. Для того, чтобы узнать правду, нужно погрузиться в глубину себя, вовнутрь себя. Просто книга написана так, что это выглядит как путешествие. На самом деле, символически это путешествие внутрь себя. А жрица в классике, она сидит. Это статичная карта, она никуда не спешит. И женская энергия инь подразумевает не активную фазу, не активное движение, как у мага, а пассивное восприятие. Ты не берешь это, ты это получаешь. Да, результат по итогу один и тот же. Тебе надо получить яблоко. Маг видит яблоко на дереве, и он преодолевает множество препятствий для того, чтобы его сорвать. Жрица же сидит и ждет, когда это яблоко окажется у нее в руках. Ну, скажешь, да как так вот сделать, чтобы у нее оказалось в руках? Что она там, телекинезом каким-то обладает? Мол, иди ко мне, яблочко. Нет, есть иные инструменты и способы. Если мы уже так сейчас разделим с вами на взаимоотношения мужчин и женщин, то задача девушек сделать так, сидя на своем месте, чтобы всю работу за них выполнил мужчина, чтобы он, маг, со своим активным мужским началом, загорелось там у него что-то внутри, и он побежал и принес это яблоко. Но это так, если мы уже во взаимоотношения переметнемся. Но сама по себе жрица, она занимает вот такую вот спокойную, умиротворенную, созерцающую, воспринимающую позицию. И вся природа так устроена, а это, кстати, тоже одна из ипостасей императрицы. Вся природа женская устроена так, а наша мать Земля и есть олицетворением женского начала, что она принимает в себя для того, чтобы потом это родить и отдать обратно. Женщина принимает в себя мужское семя для того, чтобы потом отдать это обратно в виде ребенка. Так и высшая жрица, она принимает всю эту информацию в себя, созерцание этого мира для того, чтобы родить где-то даже не тут, а где-то там, и отдать потом это в мир, если мы говорим сейчас о знаниях. Саморазвитие. Знания и незнания лишь кажутся противоречивыми. Это как будто бы какие-то противоположные полюсы, как черное и белое, как мужское и женское, как активное и пассивное, инь и янь. Но они лишь кажутся противоречивыми, и те, которые не могут ужиться друг с другом, на самом деле они не могут друг без друга существовать. Черное и белое должно быть. Две колонны, Боаз и Яхим. И она находится между ними. Наши ребята в подземелье, они были вокруг винограда, они были в винограде, они его употребляли, но не злоупотребляли, они его попирали ногами, как символика того, что ты не имеешь надо мной власти, как символика того, что эта луна находится внизу, а не над головой. Я не отказываюсь от луны, я пользуюсь ее преимуществами. Как часто мы какое-то время идем вслепую, а потом кричим: «Так я же всегда это знал!» Откуда? Оттуда. Мы движемся к чему-то, а потом приходит озарение, это самое, инсайт к нам поступает. Никто не сказал, нигде не прочитал. Да, в нашем современном мире, наполненном информацией, можно сказать, я просто когда-то это уже читал, слышал, вот оно отложилось у меня в голове, сейчас я просто вспомнил. А как же коллективное бессознательное? А как же тот факт, что мы это все уже можем просто знать? Просто не имеем к нему доступа. Оно было всегда, оно есть всегда, оно будет всегда. Просто нужно к нему спуститься. Необходимо принять пассивную,
в воспринимающую сторону своего «я». Это как совет, это как то, что нам нужно сделать по высшей жрице. Занять пассивную позицию, выжидающую, которая воспринимает, раскрыть вот эти колонны Баас и Яхим, у них копители, вот эти верхушки красивые, колонна гладкая, а верх такой резной, у разных народностей он мог по-разному исполняться, расширенный кверху, символика, что мы воспринимаем. Кстати, символика ствола дерева с его кроной, которая корнями уходит куда? Туда, куда мы не видим, глубоко под землю. Так вот, дерево, оно воспринимает солнечный свет, оно воспринимает ультрафиолет, оно воспринимает все из космоса, пропускает это сквозь себя, как жрица, и опускает это глубоко вниз под корни. Плоды потом дает свои. Так вот, наша задача раскрыть в себе жрицу. Что значит раскрыть в себе вот это вот женское начало? Это стать воспринимающим. Включить Bluetooth у себя, если хотите, в телефоне. Да? То есть быть более открытым, более доступным в плане получения информации, идей, мнений. Не закрываться от людей, не зашториваться, что может показаться на первый взгляд у этой жрицы, как будто бы она закрыта, она что-то прячет. Где-то прячет, а где-то очень открыто и готова все это воспринимать. Просто визуально она окутана и овеяна тайной, и поэтому кажется, что она такая закрытая сама по себе, очень даже открытая, очень воспринимающая, намного больше, чем маг, чем мужское начало, имею в виду. Необходимо принять пассивную, воспринимающую сторону своего «я». Человек доверяет своему внутреннему голосу, интуиции, подсознанию. Важно не быстро бежать, а выйти вовремя. Важный принцип. Не бежать, сломя голову, бежать быстро. Увидел цель, не вижу препятствий. При этом можно совершить кучу каких-то лишних телодвижений. По жрице это важно созерцать, а потом просто выбрать момент и действовать. Просто взять и сделать. Вот оно проплывает мимо тебя. И вместо того, чтобы 10 километров бежать за этим апельсином, упавшим с дерева в воду, оно проплывает мимо тебя, ты просто протягиваешь руку в нужный момент и берешь. А маг еще даже не вернулся с этим апельсином, потому что далеко нужно было бежать. Да, он видел цель, он активный, у него мужское начало, и он к ней рванулся. По жрице мы ждем и созерцаем, мы открыты, мы впитываем. Не так, что мы ждем, мы закрылись. Ты этот апельсин проплывающий никогда не увидишь. Нет, ты во всеоружии, ты готов, но ты внутри расслабленный и медленный, ты спокойный, ты текучий, ты просто наблюдаешь за тем, как меняется мир, как что движется. Ты начинаешь замечать законы, по которым он работает. Как с чем, что взаимосвязано и функционирует. И это наделяет тебя такой мудростью, такой прозорливостью и ясновидением, что тебе не нужно суетиться. Ты просто берешь этот апельсин именно в тот момент, когда он проплывает. Ни раньше, ни позже. Вот это и есть жрица, это и есть та самая пресловутая интуиция. Идя, вовремя сделать шаг, отойти, а там падает кондиционер с балкона. Что тебя заставило отойти? Интуиция. Никакие активные действия по магу тут не сработают. Доверие интуиции со стороны выглядит как иррациональное поведение. То есть, почему иррационально? Потому что наш мир окружающий в таком активном мужском начале, он логичен, он понятен. Ты видишь цель, ты понимаешь, что тебе нужно сделать для того, чтобы ее получить. Иррационально как выглядит? Ты видишь цель, тебе это надо, ты в этом нуждаешься, ты голоден, но ты не идешь. Глупо. Иррационально это выглядит. Так вот, поведение, интуитивное поведение, согласно своему подсознанию, выглядит иррационально.
Но именно результат порой повергает в шок, и окружающие задаются вполне логичным вопросом. Как? Как ты это смог сделать? Я упахиваюсь, я работаю, у меня все прописано до минуты, до секунды план, встаю в 5 утра, там пробежка туда-сюда, суета, постоянный движняк, 7 потов с меня выходит. А ты просто пришел и взял то, к чему я шел 7 лет. Как? Я не просто пришел, я созерцал, ждал момент, я впитывал и потом воспользовался своей интуицией. Диаметрально противоположные подходы к одной и той же цели. Духовно-творческие потребности у такого человека определенно доминируют над социально-бытовыми. Концентрация созерцательности, мудрости и внешней пассивности здесь выступает на первое место. Еще раз хочу обратить ваше внимание. Жрица и тайна – это не значит закрыться от всего. Наоборот, это значит открыться для всего неизведанного, неизвестного, попытаться проникнуть в законы мироздания, посмотреть причинно-следственные связи, как это все между собой взаимодействует, как мы, люди, связаны между собой, как мы связаны с нашей планетой Земля. Если хотите, вспомните этих аватаров с хвостами их, когда они подсоединялись к планете, к животным, между собой могли коннектиться. Вот нечто такое, представьте, невидимое у вас есть, с помощью чего вы можете иметь всегда связь, просто не всегда ее осознаете. Рациональное ваше мешает вам. Сознание, логика заставляет вас не видеть этого. Ибо его нет. Я же его не вижу, значит, этого нет. Тут нет никаких сильных эмоциональных нагрузок. Она – носитель глубинного спокойствия и равновесия личности. Нет суеты. Она знает путь и готова вести того, кто решил идти. Если мы говорим, что жрица – это, я вначале озвучивал, не только получать знания, но и отдавать, и это очень хорошо созвучно с женским началом. От мужчин она получает семя, потом возвращает ему в виде ребенка. Природа получает в виде семечки, потом возвращает в виде целого колоска. В виде маленького зернышка, с которого вырастает целое секвойя огромное, дерево до небес высотой. Она знает путь и готова вести того, кто решил идти. Наши друзья решили идти, они проделали длинный путь героя. Еще одна из фраз, которые стоит запомнить. Путь героя. Прибыли туда, нашли этого фонаря, и стало понятно, что они готовы идти. И этот фонарь освещает им путь в их подсознание глубокое, где они получат ответы на все свои вопросы. Если мы говорим о карьере, как эта карта может отыграться в работе, да, в сфере финансов, не финансов, а жезлов, то есть продвижение по карьерной лестнице наверх. Конечно же, это никакой спешки, никакой суеты, все размеренно, тихо, спокойно. Не форсировать события, дела пойдут удачно и так. Просто выжидай момент. Не надо суетиться, не надо пытаться строить какие-то дедлайны, какие-то планы. Это не соответствует жрице. Все профессии по ней, которые связаны с обучением, с творчеством, с познанием не только себя, но и внутреннего мира человека в целом. А отсюда целый ряд профессий. И психологи, и психотерапевты, и учителя, и то, чем мы с вами занимаемся. Да, это тоже будет по высшей жрице. Проникание вглубь себя, вглубь людей для того, чтобы вытаскивать наружу то, на что нужно обратить внимание, чтобы докопаться до сути. Тайные знания, эзотерические знания, знания, которых
порой не видно, но к которым нужно докопаться, и они есть, потому что результат их влияния ты видишь. Объяснить, может быть, и не можешь, как эти карты так вот выпадают, но пользоваться этим можешь. Маг это не может объяснить своим рациональным. Человек логикой не понимает, как так, а ты мне объясни, как, вот почему ты эту карту вытащила, а не эту. А если бы была не эта карта, а вот другая, как бы ты тогда трактовала? Так в том-то и дело, что это просто работает. Я просто беру этим и пользуюсь. Это также высшая жрица, если мы говорим о карьере. И любые профессии, мы не будем сейчас, дабы не заострять ваше внимание на какой-то конкретике, вы просто понимаете, что это творчество, это уход в себя, в глубину, это подсознание, это копание в себе, это такое что-то спокойное, созерцательное, что-то способное накапливать для того, чтобы отдать. Прямая жрица отдает. Перевернутая может только накапливать в себе, не отдавая обратно ничего. Или создавать видимость. Но мы дойдем до перевернутых значений. Кстати, вот по этой карте, в чем здесь залог успеха в работе с клиентами? Когда предстоит работать с другими людьми, незнакомыми нам, клиенты, эмпатия. Эмпатия – это способность проникнуть в другого человека, посмотреть на него, точнее на себя, его глазами, его чувствами. Ага, так ты видишь ситуацию вот так, ты на меня смотришь вот так, значит я, принимая это во внимание, отреагирую и сделаю так, чтобы тебе было хорошо и тебе понравилось. Вот это и есть прямая жрица. Она настолько эмпатична, она настолько чувственна, человек. Когда я говорю «она», у нас у всех есть мужское и женское начало. Мы с вами дуальны. У нас есть и то, и второе. И если вы отказываетесь от одного из значений, ну, я одно и второе показал, как будто бы у меня здесь маг, имею в виду от мужского и женского, то вы отказываетесь от целостности своей личности, вы отказываетесь от одной из колонн, хотя это обе колонны относятся как черное и белое, как хорошее и плохое, но тут как мужское и женское тоже. Так вот, жрица, она способна, мы говорим о карьере сейчас, так проникнуться к человеку, понять, что он хочет, что она ему это предлагает в итоге. И, естественно, стоит ли говорить, что такой человек, он просто челюсть отвисает, он как? Я только об этом подумал, а вы это уже мне предложили и сделали. А я только хотел вам сказать, а вы как-то меня уже опередили. У вас точно какой-то талант. А вы не гадалка случайно? То есть вот такие реакции могут возникать у людей, когда ваша прокачанная жрица позволяет вам в работе с клиентами предугадывать их ощущения, их мировоззрение, то, как они смотрят на эту ситуацию, и, пользуясь ею во благо этим людям, предлагать им то, что им надо. А они, естественно, в свою очередь, благодарно вам отдают свою энергию в виде заработанных денег. По этой карте проходит стремление учиться, углубляться в своем деле и повышать профессиональную квалификацию. Коль у нашей жрицы есть такая важная черта погружаться вниз, уходить как можно глубже, то это и рост будет, да? Я вам показываю корни дерева и показываю высокие ветки. Только от хорошей корневой системы там глубоко под землей, которой не видно, только у такой системы корневой будет вот такая большая раскидистая крона. И там будут большие, сочные, вкусные плоды. Уход вовнутрь погружения в свою профессию по жрице, докапывание до самой сути, позволяет наружу выпускать такие роскошные ветки, такие красивые ароматные плоды, что вокруг все будут просто ахать и восхищаться вами. Финансы. Говорит ли жрица напрямую о деньгах?
вот глядя на карту. Нет, не говорит напрямую. Если вопрос требует какой-то безотлагательности и точности, конкретики, то не стоит здесь искать напрямую денег. Это может быть путь к ним, а вот жрица уже покажет, какой путь. Но напрямую нет. Какие-то факторы здесь скрыты или неоднозначны. Помним, да, что жрица — это в целом у нас тайна. Это что-то неочевидное, что-то не лежащее на поверхности, до чего нужно докопаться и дойти. В классике эта жрица что-то скрывает под своей мантией, под своими такими длинными одеждами. Она даже Тору, держащую в руках, частично прикрывает. И свиток у нее не раскрыт, а он скручен в трубочку. Не видно, что там в свитке в этом написано. Но вы знаете, что там что-то есть. Попросите хорошенько, и она вам покажет. Проделайте определенный путь, и свет фонаря укажет вам путь к этим тайным знаниям. Но напрямую, когда мы говорим о финансах, какие-то факторы скрыты. С этой картой, как с никакой другой картой, важно соседнее в раскладе или уточняющее. Жрица — это всегда будет указание на какую-то тайну. А какая тайна? От чего это касается? А к чему это приведет? И рядом выпавшая карта вам вполне раскроет, в какую сторону мы будем двигаться, в частности, с нашими финансами. Может предвещать в виде совета о необходимости углубиться в неочевидную суть вопроса. В неочевидную, не та, которая лежит на поверхности, а ту, которую нужно заметить. Знаете, бывают такие картинки: найди 10 отличий. И вот 9 сразу в глаза бросились, или 8. 9 нужно было поискать, а 10 ну вот никак, ну я вот смотрю, ну на еще ты посмотри, ну вот вроде все уже нашли. Ну оно там есть. Внимательно смотри. Вот так пройдись уже по каждой детальке. Ты обязательно найдешь. Оно есть. То есть неочевидное, не то, что лежит на поверхности, но нужно докопаться. Это в виде совета. И я вообще люблю, когда карты выпадают в виде совета, особенно когда это касается финансов. Значит, они нас предупреждают или наших клиентов о чем-то. И, конечно же, люди и благодарны. Почему они к нам обращаются? За помощью. А эту помощь мы и можем им предоставить с помощью карт. Жрица, в частности, говорит о том, что в финансах есть какие-то неочевидные факторы, что-то скрытое. Или, например, стоит углубиться в виде совета, углубиться в суть вопроса, докопаться до него. Способность по финансам действовать интуитивно. Как я уже говорил, маг все рассчитал, все у него расписано. Каждый пунктик он выписал и знает, что через полгода он придет сюда, через год сюда, через 2 он будет на таких-то позициях. А у жрицы интуитивно. А почему ты подписала договор не вот с тем банкиром, который... У него и прозрачная какая-то история, и хорошая отчетность. А вот с этим каким-то мутным и непонятно. Не знаю, как-то интуитивно почувствовала, что надо с ним. Верно, бинго! Интуитивно ты почувствовала и сработало. Помните Фореста Гампа, который вложился в какую-то фруктовую компанию? Почему? Логотип ему понравился. Давайте мы чуть глубже копнем, что ему не просто логотип понравился, он интуитивно почувствовал, что это хорошая компания. Это компания Apple оказалась. Конечно, те акции, которые он вложил там, лет 30 назад, в итоге ему дали просто многомиллионное, а если не многомиллиардное состояние. Вот это интуиция. Вот это значит вложиться в плане финансов, пользуясь интуицией. Пользуясь картами, это тоже интуиция. Человек к нам обратился. Мы ему подсказали. Логика ему говорила о другом, а он все равно нас послушал и вложился. И через 2 года он радостный приезжает к нам, не на Тойоте уже, на Мерседесе, и говорит: а я тогда тебя послушал. Все мне вокруг говорили: нет, не делай, не так, это неверный путь, посмотри. А я вас послушал, вашу интуицию, и сработало.
просто праздник какой-то был бы для таролога, который получил бы такой обратный фидбэк. Помощь, которую он оказал человеку, она оказалась столь для него значимой, особенно когда были сопротивления со стороны, особенно когда Панурк кричал какой-то в виде жены или партнера по бизнесу: «Мне страшно, там черти меня заберут, давай вернемся на поверхность земли». Никакой интуиции. Во взаимоотношениях. Если мы говорим об отношениях, сразу смотрим на карту. Что мы видим здесь? Да, мы видим женщину. Одну. Какие выводы? Это может указывать на женщину. Тайную женщину. Одно из значений. Кстати, очень неоднозначная карта в личных взаимоотношениях. И с ней нужно быть очень осторожным и не быть столь однозначным сразу в своих ответах, как с никакой другой. Уточнять, о чем идет речь. Соседние карты нам подскажут, это все-таки у мужа моего есть еще одна тайная женщина? Или это у нас такие отношения? Вот надо этот момент разграничивать. В самом лучшем, значит, одно из первых, на что может указывать эта карта, на наличие той или иной тайны. В любом случае тайна присутствует. Ну и, конечно, на любовный треугольник. Но сразу не спешите. Только хорошо перепроверив, или если явно очевидные карты в раскладе. Ну, с такой выпадает там рядом королева кубков, или какая-то из троек, тройка кубков, тройка пентаклей. Это уже может косвенно говорить о том, что два, и бым, кто-то третий появился. Вот он, та-да-дам, третий еще и тайный. В самом лучшем прочтении такой карты во взаимоотношениях речь может идти о глубинных чувствах, о погружении пары в мир друг друга. Я спущусь по ступенечкам в твой мир, а ты по ступенечкам спустишься в мой мир. Я эмпатичная и проникну вот в твою шкуру залезу, а ты такой же эмпатичный в мою. И мы посмотрим друг на друга глазами друг друга. И мы так лучше поймем друг друга. Вспомнил почему-то сериал «Маргоша», да? Когда мужчина оказался в теле девушки, и он смог посмотреть, помня свой прошлый опыт, смог посмотреть на себя самого глазами девушки. Это потрясающий опыт. Если бы каждый из нас мог так перевоплощаться, не только во взаимоотношениях двух противоположных полов, а в целом в жизни, я думаю, мы многие ошибки бы избегали и вели бы себя друг по отношению к другу совершенно по-другому. Эмпатия, она позволяет нам побывать в шкуре другого человека, понять, насколько ему больно или, наоборот, насколько ему приятно и радостно. И от этого дергать за нужные ниточки и веревочки. Хорошая жрица дергает за правильные ниточки и веревочки, которые подталкивают партнера к тому, чтобы становилось все еще лучше. Стоит ли говорить, что в реверсе будет дергать тоже за веревочки, но за другие, за те, которые к нервам приделаны. Так прям больно. Интуитивное, безмолвное понимание в паре, угадывание желаний. В таком случае даже говорят: а мы с моей женой понимаем друг друга без слов. Замечали, может быть, такое, да, что у вас с вашим партнером могут мысли сходиться, как говорится, об одном и том же подумали. Он дарит ей такой подарок, о котором она и думала, хотя ни малейшего намека никакого не было. Откуда это? Замечали? Что? Объяснишь это своей логикой? Как это все работает? Нет? Интуиция. Вот то самое подсознание, шестое чувство. Оно есть. Мы его не можем объяснить нормально и трактовать. И даже если мы обратимся к трудам ученых,
психотерапевтов. И то там мы не наберем много информации. А оно есть, оно просто работает. Как работают карты Таро? Я уже говорил. Непонятно как. Ну, работают. Пользуйся. Может указывать, конечно же, и на одиночество такая карта. Но не как на некую позу, да, человека, что он одинок, а скорее как результат принятия себя. Что это значит? Просто девушку по этой карте сложно стащить на бытовой уровень. Она защищает свою внутреннюю мудрость, свою целостность как ребенка, как императрица защищает свое чадо в буквальном смысле, как квочка, которая защищает своих птенцов в буквальном физическом смысле. Так высшая жрица защищает то, что она в себе развила, то, к чему она пришла, от внешних посягательств. До тех пор, пока не найдется достойный. Тогда она раскроется. Тогда она перестанет быть одинокой. Еще раз, это не как поза, да, а как результат принятия себя. И в итоге ты понимаешь, что... А кто? Мне, в принципе, и так хорошо. Это такое своего рода девятка пентаклей. Помните, кстати, да? Там тоже может быть ощущение того, что хочется кого-то в пару себе. Но человек вполне может быть самодостаточен и самоудовлетворен своими одинокими положениями, статусом своим. Жрица аналогично. Она пришла, правильная жрица, к определенному уровню самопонимания, саморазвития и самоосознания себя в этом мире. И будет одинока до тех пор, пока не будет кто-то, как по девятке пентаклей, да, кто сможет расширить эту девятку пентаклей еще больше, а в жрица, кто сможет соответствовать этому высокому ее уровню развития. В реверсе, в негативном прощении этой карты, жрица приоткрывает завесу тайны. Тут так цыганщина, вот так вот просто буквально. Тайна, а так открытие тайны. Так приоткрывает завесу тайны. Но тут каждый нарабатывает свои значения. Если у вас так не будет проигрываться, никто заставлять не будет. Выбирайте свое значение. На личном уровне в реверсе такой человек склонен что? Спешить, ожидая результаты тогда, когда он хочет, а не тогда, когда им время. То есть не до конца ты включил в себе жрицу. Ты не просто ждешь, когда проплывет апельсин, и ты во внимании, с какого дерева она упадет, и дожидаясь. И берешь нужный момент. Нет, ты начинаешь торопиться. А может я все-таки немножко маг, может я встану, я подбегу немножко поближе, она упадет, там будет проплывать, я его раньше возьму. Не возьмешь, не упадет. Упадет с другого дерева, а ты с этого места уже встал, и там оказался. Оно проплыло опять мимо. Мимо. В правильном значении человек созерцает, открыт, уши как локаторы, подсознание открыто, как колонна, так кверху, как крона дерева, впитывающая все из космоса в себя, но аккумулирующее до поры до времени, выдающее наружу. Пассивное такое восприятие. Кстати, стоит ли говорить, что мы сейчас чуть-чуть вернемся в мир финансов с вами. Очень многие компании, и я этому, кстати, рад, глобальные, крупные, мегакомпании, корпорации, они носят сейчас иньскую энергию. Они носят энергию принятия в себя, а не завоевания. О чем речь? Объясню. Возьмите компанию Amazon, или компанию eBay, или, например, тот же YouTube. Огромная, большая компания, за которую борются, в которую хотят внедриться. Это как большая, на таком физиологическом уровне, яйцеклетка, и есть маленькие сперматозоиды, которые атакуют, и каждый из них хочет сочетаться с этой компанией. Большая платформа YouTube, и каждый там со своим маленьким бизнесом. У того блог об этом, у того об этом, там где-то бьюти, там путешествия, там обучение, там что-то еще.
Компания Amazon – большая, огромная корпорация. Много продавцов, много разных бизнесов. И таких компаний много, крупных, глобальных, и они еще больше разрастаются и будут еще больше разрастаться. Вот это в мире финансов, в мире больших корпораций и является жрицей. Она сидит, созерцает и ничего не делает. Стоит ли говорить, что YouTube как компания ничего не делает? Ну нет же, конечно. Они же, вы видите, периодически меняют там что-то, раз в пятилетку дизайн могут поменять, какие-то новые ввести функции, фишки. Но активная борьба, работа такая по магу, по мужскому происходит каждый день, ежедневно. Сотни появляется аккаунтов, каждый из которых борется за свое место под солнцем, чтобы завоевать свой круг аудитории, расширить его как можно больше, получать. При этом сама платформа YouTube, как иньская компания, женская, она спокойна, она умиротворена, она созерцает, она наблюдает, как работают эти принципы жизни, как устроены эти законы Вселенной и мироздания, как они взаимодействуют между собой. Вот в мире финансов. Надеюсь, это вам поможет как-то. В реверсе неспособность проникнуть в суть вещей. Поверхностность, то есть. Вроде как бы и мантия при тебе есть, и тиара вот эта вот с лунами одета. Но как-то все хочется так побыстрее. Не спустились на 78 маршей они вниз. На 70 только. И назад. И что? Цель достигнута? То есть ты можешь сказать, я спускался глубоко в подземелье. Но это поверхностно было. Ты не дошел до сути, ты не докопался, ты мало погрузился. Ныряльщики за жемчугом ныряют на 30 метров. Если он нырнет на 25, это очень глубоко. Но жемчужину, вот эту драгоценную, он не достанет. Цель не будет достигнута. Поэтому в реверсе вроде бы внешние атрибуты все присутствуют. И как бы что-то и происходит и получается, но цель не достигается. Ты не нырнул до самого дна. Ты не вошел в эти самораскрывающиеся ворота храма подземного, где написано, что как там, покорных судьбы ведут, сопротивляющихся тащат. Ты не узнал этого. Ты по верхам пробежался. Интуиция хромает при наличии внешних атрибутов. Да? Я уже об этом сказал. Вроде все, и хрустальный шар при тебе, и ворона сидит на плече. А карты не выучила. Что там рассказывать, не понимаю. Но внешние атрибуты все налицо. Злоупотребление даром, злоупотребление интуицией. Как я уже говорил, знаешь ниточки, веревочки, нащупала их все, и хорошие, и плохие, но дергаешь только за плохие. А если и за хорошее, то так, чтобы это для тебя только работало. Правильная жрица, колонны вот эти, крона дерева, она впитывает в себя всю эту энергию с космоса, с окружающего внешнего мира. Она высасывает ее из земли, с дождем, который падает, с питательными веществами, и отдает в виде плодов. Дерево, которое не дает плодов, как говорил Иисус, его срубают и бросают в огонь. Высшая жрица перевернутая может только накапливать в себе или злоупотреблять этим даром. Вот такая сегодня у нас необычная, интересная жрица. Видите, она и похожа с классикой, и отличается. Луна в ногах у жрицы, а здесь виноград над ее головой. Но мы помним, что они нашли защиту от того, чтобы этот виноград на них влиял. Они как будто бы его под ноги себе опустили, как будто бы попирают его ногами, топчут, но 3 виноградинки во рту лежит, то есть могут воспользоваться благами. Так и здесь.
луна у жрицы в ногах, она не отказалась от этого лунного воздействия, а она поставила его на свою службу, чтобы это ей помогало. Здесь высшая жрица – это не та, которой они задали вопросы. Это та, которая их привела к тому, у которых ты получишь вопросы. Я так рад, что вот в этой карте раскрыт этот смысл. Это не конечный результат, это процесс. Высшая жрица – это фонарь, который спускает вас в подземелье, в ваше подсознание, где вы спросите самые главные вопросы. Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем? Или вопросы попроще. Здесь изображена высшая жрица, которая как бы уже должна дать нам ответы на эти вопросы. Но мне кажется более правильным все-таки проводник, который приведет нас. Жрица тоже может быть проводником, и в классике стоит добавить в эту карту значение, взятое из Гаргантюа и Пантагрюэль, некий такой намек на помутненный рассудок и сознание здесь в виде луны, лунатики, луна, а здесь в виде винограда, да, вино, которое также влияет на ощущение сознания. Ты вроде как бы ловишь баланс между двух колонн, черной и белой. Столько в тебе этого алкоголя, чтобы он тебя вывел на нужный уровень, но чтобы не затуманил твой рассудок, чтобы ты и своим телом владел, и ясностью ума обладал. При виноградинке достаточно будет. Как я и говорил, целью моей методики подачи информации является не просто набор значений, а создать такой большой образ вокруг этой карты. Целостный желательно, потому что отдельные вырванные какие-то кусочки, они как не связанные между собой звезды на небосводе. Но когда между этими звездами ты проводишь определенную линию, так это же Бенведица, или это же созвездие Кассиопея, и обретается какой-то смысл, и появляется какая-то картина. И потом, видя этих 8 звезд, одну даже из них на небосводе, тут же вырисовывается целостная картина. Задача моя также создать такой вот образ большой из каких-то разных фактов, которые у нас заключены вот здесь в книге, которые так или иначе мы с вами знаем уже из классической карты. Мы их можем увязать. И видя этот фонарь на голове, вы сразу понимаете, освещение дороги – это как проводник, и ноги, которыми мы идем, то есть наше тело, что-то физическое, идем, наше желание, наше стремление узнать, движут нами к тому, чтобы мы спустились в тайны подсознания и оттуда вытащили. Помните, все движется к своей цели. Вы также движетесь к своей цели. Я желаю, чтобы ваши цели всегда были очевидными для вас и понятными. Инструменты могут быть разные. Пользоваться интуицией, пользоваться своим подсознанием – это хороший инструмент. Это инструмент, позволяющий впитывать в себя многообразие и множество этого мира, постигать законы мироздания для того, чтобы в нужный момент этим воспользоваться. Я желаю именно так вам поступать и именно так советовать вашим клиентам, чтобы они получали благо от вас и отдавали вам его потом с большой благодарностью. Спасибо большое за то, что продолжаете меня смотреть, за то, что пишете комментарии, которые мне очень приятны. Их так мало, но каждый из них я очень ценю. За то, что ставите лайки, за то, что делитесь. Всем удачи, до свидания.